Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. Стоп, вы видели, что сейчас произошло? Именно это сегодня мы и будем с вами обсуждать. Я расскажу и покажу, как я делала интро. Все началось с наброска, я поняла, что я буду использовать свою оску за основу. Я набросала небольшую куколку. Вы поймете, к чему я показываю эти маленькие иконочки. Господи, как я замучилась с этим хвостом, вы бы знали. Но не будем на него отвлекаться. Я узнала, что многие аниматоры теперь используют не покадровую рисовку, а как бы делают куклу даже в 2D-анимации. Я представила это как бумажную куклу, у которой можно двигать ручки, лапки. И, в общем, я это поняла только потом. В общем, пока что я только обвожу свой скетч. Глаза я добавляю через фигуры, через овальчики. Я добавляю в них цвет, и это было самое ужасное, что я додумалась. У меня, автора, у меня серый цвет глаз. И зачем-то я подумала, блин, ну я же с серыми глазами, надо тоже тогда добавить серый цвет в мои глаза. И я забыла, что у моей оски в том же месте бирюзовенький. Конечно, потом я это исправила, но я все еще ранена внутри. О боже, что это? Ладно. Для своего же удобства каждый слой я отмечаю отдельно. Что это глаза, этот слой для рук и так далее. Естественно, там было еще больше слоев, но я это вам показывать не буду. А так как у меня есть куча дырок, и мне не нравится делать просто заливку, я обвожу все и только потом заливаю. А еще ленивая жопа, и я просто взяла то, что я закрасила, и продублировала с другой стороны. Да, это лайфхак. Если вы любите усложнять себе жизнь, флаг вам в руки. Так как в моей анимации чаще всего двигаются именно руки, я их отдельно и прокрасила. Потом я, естественно, оторвала ей голову. Звучит ужасно. В общем, я оторвала ей голову, шею, ноги, каждый по отдельности. В общем, все распределила. И это было ужасно долго. Это заняло мне 2 дня. Тем временем я прокрашиваю голову и свое тело. Интересный факт. Я ставила свою оску в определенную позу, сохраняла это в PNG и так 28 раз. Естественно, мне эти 28 кадров не пригодились, я глупый человек. Вы представляете, я даже взяла под каждую букву в моем слове «дратути». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 букв. И я под 7 букв делала разный род. Разный род! Мне это не пригодилось. Даже под букву Х. Это в общем, у меня было очень много разных кадров, и я их все сохраняла. 2 секунды всего лишь интро. Ну, я сделала тогда 10, 12 кадров. А сейчас 30. Как тебе? Ну, почти 30. Хорошо, я преувеличила. Кстати, по палитре я ориентировалась на изображения, которые я нарисовала до этого, и вы будете иногда резко так видеть, что там происходит, немного заглядывать в мою личную жизнь. Да. Я старалась упростить себе жизнь, и в итоге у меня этого не получилось. Я упростила рог. Я не добавляла всякие полутени, я старалась все максимально сократить, чтобы это выглядело максимально мультяшно, максимально просто. Упс. И я с этим не справилась. Ну да ладно, меня все устраивает. Сейчас-то все выглядит нормально? Нормально. Значит, все, какие ко мне претензии? Я еще гениальная девочка, я взяла и сделала небольшой видос о том, как бы я хотела, чтобы выглядели позы. И я сделала скрины к этому, чтобы мне было легче ориентироваться, и чтобы все было круче, потому что если ты не знаешь, как рисовать эмоцию, поставь зеркало. Я подумала, если ты не знаешь, как рисовать движение, то сними, как ты двигаешься. Ужас, кошмар. Ну, в общем, да, вы поняли? Не смотрите на меня только, пожалуйста. Тут я наконец-то добавляю бирюзовый. О боже мой, опять эти глаза, как мне понравилось с ними играть на тот момент, и я не понимала, что это выглядит крипово. Переходим к хвосту. Я даже его упростила. Вообще у меня там маленькие шипы, маленькие плавнички по всему периметру, и я не стала их рисовать. Сейчас я понимаю, что это не имело значения, потому что все равно работа выглядит не так просто, как я хотела. Я думала, вау, сделаю чиби,
Нет. Эти глаза будут преследовать нас постоянно. Как я делала переходик? Половина всего у меня удалилась, поэтому мы начнем с середины. Это максимально просто, и это самая моя любимая часть, самая классная. Итак, так как у меня PNG файл и фон в итоге прозрачный, я весь фон, весь прямоугольник скрасила белым и постепенно, начиная с краев, стирала различные блобы, различные пятнышки, делала их в разных местах, как будто бы она такая и засосалась. Я стирала какие-то части, и в эти места, если хотела, добавляла еще всякие капельки белого цвета, или типа они плывут, или что-то там делают. Я не понимаю, зачем я так старалась, потому что это все равно один кадр, и для вас это не имеет никакого значения. Но мне было это очень важно. Мне необходимо было, чтобы они были идеальные, абстрактные, идеальные загибулинки, закрючочки. Если вы присмотритесь, то в конце я также еще сделала эффект такой плюх. Вы так работаете до тех пор, пока у вас не останется маленькие-маленькие точки, и вы сотрете и их с лица земли. Как романтично. Для того, чтобы мне было проще работать, я делала это все в Вегасе. Хотя у меня есть программа для анимации, мне просто непонятно, как в ней работать, так как интро всего в 2 секунды, а у меня кадров дохренелион. Хоть до этого додумалась, я удлинила дорожку для того, чтобы мне было проще засунуть каждый кадр. Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. Тут я понятия не имею, что я вам пытаюсь показать, но, видимо, для меня это было важно, раз я прям специально постаралась вам это указать. После всего этого, когда меня все устроило, я удалила десятки кадров, которые я отрисовала, я просто взяла все это вместе и сократила до оригинального времени. Бонус. Также я отрисовала небольшие иконочки, тоже в PNG. Зачем я взяла фоном этот отвратительный зеленый, я понятия не имею, потому что в итоге я все равно это сохранила с прозрачным фоном. Ну да. Это именно те картинки, которые вы видели у меня в блокноте. Там я сделала всего 3 маленькие картиночки PNG-шные. Одна, которая что-то указывает, другая, которая и очень злая картиночка. Это единственная картинка, которую я отрисовала вручную, потому что с остальными я просто взяла за шаблон отрезанную голову, когда я еще делала кадры для анимации, стерла оригинальное лицо и нарисовала поверх новое. А тут я отрисовывала еще более замороченно. Я не знаю, зачем вы это не увидите. Суть в том, что в итоге у меня получилось вот такое интро и вот такие вот маленькие стикеры, которые я буду использовать даже не в видосах, даже просто куда-то могу закидывать. Учитесь на моих ошибках, может быть, вам поможет это. Но лучше делайте это все в Крите или в любой другой программе для анимирования. Если вы захотите сделать такую же куклу, как и я хотела сделать, то посмотрите, как это делается правильно. Вот.